Привет, мои дорогие! Сегодня мы с вами свяжем два интересных, классных, стильных, фактурных узора спицами. Узоры настолько универсальные, легко и просто вяжутся, подходят абсолютно для всего. Для вязания шапок, свитеров, пуловеров, джемперов, кардиганов, пледов. Область применения очень большая, расход пряжи небольшой. Берите свои любимые нитки. Я буду вязать из пряжи Гавайи. Здесь у меня два цвета. Торговая марка производителя Сиам. Состав 100% мерсеризованный хлопок. Вес одного мотка 50 грамм. Длина нити 120 метров. Здесь у меня два цвета. Вот этот цвет 554 номер. А вот этот цвет он молочный 203. Ссылку на пряжу, где ее можно заказать, я вам оставлю в описании под этим видео. Проходите, смотрите. Пряжа классная и очень хорошо смотрится в вязаных изделиях. Идеально подходит для вязания спицами. Для крючка она толстоватая, и также, если будете вязать крючком, то большой расход пряжи. Сейчас мы с вами свяжем сначала один узор, а потом второй. И в комментариях под видео напишите мне, пожалуйста, какой узор вам понравился больше всего. Первый или второй. Раппорт-узор состоит из 6 петель и 4 рядов. Общее количество петель должно быть кратно 6. Мы будем с вами вязать 3 раппорта. 6 петель умножаем на 3, получается 18 для 3 раппортов, и прибавляем 2 кромочные. Всего 20 петель. Вяжем первый ряд. Кромочную снимаем. Все остальные петли провязываем лицевыми. Вяжем вместе с вами. Я буду показывать, как вяжутся все 3 раппорта. Мастер-класс для начинающих. Второй ряд. Кромочную снимаем. Все петли изнаночные. Третий ряд. Кромочная, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Петли я развернула. 1 лицевая, 2 накида, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Связали 1 раппорт. Первый. Устанавливаю маркер для наглядности, чтобы вам было видно, где начинается следующий раппорт. Вяжем второй раппорт. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Петли разворачиваю. Одна лицевая, 2 накида, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Связали еще 1 раппорт, второй. Вяжем 3 раппорт. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 1 лицевая, 2 накида, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Кромочную провязываю лицевой. 4 ряд. Кромочную снимаем, 2 изнаночных. Перед нами 2 накида. Первый накид провязываем изнаночной петлей. Второй накид провязываем тоже изнаночной петлей, но скрещенной. Вот так.
2 изнаночных. Связали 1 раппорт, приступаем к вязанию второго. Давайте еще раз повторим, как вяжутся накиды. 2 изнаночных, 1, 2. Провязываем 2 накида изнаночными. Первый накид изнаночной петлей, а второй накид мы провязываем изнаночной скрещенной. Для этого я накид перекрещиваю вот таким образом. И провязываю изнаночной петлей. 2 изнаночных, связали 2 раппорта. Третий раппорт начинается у нас с 2 изнаночных. 1, 2. Первый накид провязываем изнаночной. Второй накид мы перекрещиваем сначала, перед тем, как провязать изнаночные. Вот так. То есть кладу на спицу сверху и вяжем изнаночной скрещенной. Заканчиваем вязать работу. 2 изнаночные и кромочную изнаночной. Все, девочки, связали мы с вами 1 раппорт узора. Для того, чтобы продолжить вязание, мы повторяем все время 4 ряда. С 1 по 4 идет повторение раппорта. Давайте вот этот ряд 5 мы с вами вместе свяжем. 5-й ряд я буду вязать как 1. Кромочную снимаю. Далее все петли провязываются лицевыми. Очень простой узор. Легко запоминается. И кажется, каждая из вас его сможет связать. Так, я маркеры убираю. Все, провязала все петли. Далее я буду вязать 6-й ряд как 2, 7-й ряд как 3, 8-й ряд как 4. И покажу вам, что же у меня в результате получилось. А вы вяжите вместе со мной. Ну что, дорогие мои, связала я фрагмент образец узора. Посмотрите, какой он легкий, воздушный, вяжется на раз-два и готово. Вам даже не понадобится схема для вязания, так как он очень легко запоминается. Давайте рассмотрим его с обеих сторон. Это лицевая сторона узора и изнаночная. Я вязала спицами номер 3,5. Если вязать спицами номер 2,5, 2,75, то вот этот ажур, он будет не такой явный, и петельки будут ложиться ровнее. Этого узора, мне кажется, нужно брать чуть-чуть размер спиц поменьше, чем даны рекомендации продавцам, производителя пряжи на этикетке. Что можно связать этим узором? Так как здесь красивые вертикальные ажурные дорожки, этот узор будет зрительно стройнить наш силуэт. Свяжите им кардиган, жакет, жилет, пальто. Также будет красивый палантин из пушистой пряжи, например, мохер ангора, либо можно связать покрывало плед. Летний вариант. Я имею в виду плед для малышей в коляску. Ну и сейчас мы связали с вами узор номер 1 и приступаем к вязанию узора номер 2. Узор номер 2 я вяжу из пряжи также Гавайи, только номер цвета 554. Вяжу джемпер, название джемпера орхидея. Узор очень легко и просто вяжется. Мы сейчас вместе с вами начнем его вязать. А прежде чем начнем вязать, давайте посмотрим, какой же он интересный, красивый, подходит для вязания многих вещей. Я вяжу вариант джемпера на весенне-осенний период. Лицевая сторона узора и изнаночная сторона. Спицы у меня номер 4. Вот такой вот он. Смотрите, приближу вам, чтобы вы смогли рассмотреть его поближе. И на расстоянии. Смотрите, тоже как интересно смотрится. Идеально подходит для вязания также кардиганов, жакетов, жилетов. Можно связать шапку, снуд,
топ, летний вариант кофточки, джемпер, пуловер. Он настолько универсальный и сейчас очень популярный, что, мне кажется, необходимо обязательно этим узором что-нибудь досвязать. А мы сейчас с вами приступаем к вязанию легких нам петелек. Узор номер 2. И, пожалуйста, под этим видео напишите, какой узор вам больше понравился. Узор номер 1, либо узор номер 2. Раппорт-узор состоит из 4 рядов. В основу раппорта входит 4 петли. Мы с вами будем вязать 6 раппортов. Рассчитываем количество петель следующим образом. 6 раппортов умножаем на 4 петли основа раппорта. Получается значение 24. К этому значению прибавляем 3 петли для симметрии узора. И плюс 2 кромочные. Получается у нас 24 петли, 6 раппортов плюс 3 плюс 2. Общее количество петель 29. Набрали 29 петель с учетом кромочных. И вяжем. Первый ряд у нас будет с вами установочный. Установочный ряд вяжем все петли изнаночные. Вот этот ряд, он не входит в основу раппорта. Вяжем до конца ряда изнаночными петлями. Вяжем первый ряд узора. Кромочную снимаем, не провязывая. Далее мы будем работать с 3 петлями. Первая, вторая, третья. Третью петлю мы снимаем, не провязывая, перекидываем ее через первую и вторую петлю. Вот таким образом. Ввожу правую спицу справа налево под петлю, немножко ее на себя оттягиваю и переношу аккуратно, чтобы не слетели со спицы первая и вторая петля, и кладу ее поверх первой и второй петли. Получается, вот эта петля у нас лежит перед нами, перед узором, поверх первой и второй петель. Провязываю первую петлю лицевой, накид, вторую петлю лицевой, 1 лицевая. Все, связали с вами 4 петли узора, раппорт узора 4 петли. Устанавливаю маркер для удобства. Вяжем следующие 4 петли, это второй раппорт. Вот у нас 4 петли составляют 1 раппорт. Значит, рабочие у нас петли будут 1, 2, 3. Ввожу спицу правую справа налево в третью петлю, оттягиваю, переношу вот эту третью петлю через первую и вторую аккуратно, чтобы не слетели петли, и отпускаю. Третья петля лежит спереди. Далее первую петлю провязываю лицевой, накид, вторую петлю провязываю лицевой. Заканчиваю вязать раппорт, провязываю 1 лицевую. Все, связали второй раппорт. Вяжем третий раппорт. Значит, раппорт узора 4 петли. Вот он. Работаем с 3 петлями. Ввожу спицу справа налево, оттягиваю третью петлю и перекидываю третью петлю через первую и вторую. Отпускаю, снимаю со спицы. Далее первую петлю мы провязываем как лицевая, накид, вторую петлю провязываем тоже лицевой. 1 лицевая. Все, связали с вами 3 раппорта. Далее вяжем вот таким образом до конца ряда.
Далее у нас в конце ряда остается 4 петли, включая кромочную. Мы их провязываем вот таким образом. Первая, вторая, третья. Третью петлю переношу через первую, вторую. Одна лицевая, накид, лицевая, кромочную провязываю лицевой. Если вы будете вязать данный узор по кругу, только по лицевой стороне, значит, все петли, включая накиды, вы провязываете изнаночными. Я буду вязать узор поворотными рядами, значит, у меня все петли, включая накиды, будут провязаны изнаночными петлями. Кромочную снимаем, далее вяжем изнаночные. Накиды провязываю тоже изнаночными петлями. Вяжем до конца ряда. Вяжем третий ряд. Кромочную снимаю. 2 лицевых. За задние стенки 1, 2. Здесь мы работаем вот с этими 3 петлями. Третью петлю перекидываю через первую и вторую, не провязывая. Далее вяжем первую петлю лицевой, накид, вторую петлю лицевой. 1 лицевая. Опять у нас остается здесь 3 петли. Получается, вот эти 3 петли у нас всегда рабочие между накидами, чтобы вот вязать без схем, а узор воспринимался и читался проще. Вот слева накид и справа накид, который мы провязали изнаночными. Вот между этими накидами мы будем работать с 3 петлями. Третью петлю перекидываю через первую и вторую. Провязываю 1 лицевая, накид, 2 лицевая, 1 лицевая. Значит, у нас получается опять справа накид и слева накид. И между накидами мы работаем вот с этими 3 петлями. Третью петлю перекидываю через первую и вторую, не провязывая. 1 лицевая, накид, 2 лицевая. Там, где у нас вязался накид, в первом ряду, мы вот в этом месте в третьем ряду провязываем 1 лицевую. 3 рабочих петли. Третью переснимаем через первую и вторую. 1 лицевая, накид, 2 лицевая. Там, где у нас был накид в первом ряду, мы провязываем в третьем ряду над накидом 1 лицевую. Опять рабочие 3 петли. Третью переснимаем, перекидываю через первую и вторую. 1 лицевая, накид, 2 лицевая. Здесь у нас был в первом ряду накид, во втором мы его провязали изнаночный. Над накидом провязываем лицевую. Далее идет у нас 3 рабочих петли. Перекидываю третью петлю через первую и вторую. 1 лицевая, накид, 2 лицевая. Заканчиваем вязать ряд точно так же, как начинали. 2 лицевых петли и заканчиваем ряд, провязываю кромочную лицевой. Все, связали мы с вами 3 ряда. Крайний ряд раппорта 4. Он вяжется так же, как второй. Значит, все четные
ряды у нас вяжутся по узору. Над изнаночными петлями мы вяжем изнаночные. Накиды провязываем тоже изнаночными петлями. Если вы вяжете узор по кругу только по лицевой стороне, тогда все петли, и включая накиды, у вас должны быть провязаны лицевыми петлями. Для того, чтобы продолжить вязать узор, далее вы будете вязать уже второй раппорт, перемотайте, пожалуйста, видео на начало вязания первого ряда и вяжите вместе со мной, повторяя с 1 по 4 ряд включительно. Получается, у нас 5 ряд вяжется как первый, 6 ряд как второй, 7 ряд как третий, 8 ряд как 4 и так далее. Все время повторяйте вот эти 4 ряда, которые мы сейчас с вами вместе связали. Связали мы с вами образец узора. Посмотрите, какой он интересный, красивый, легко, просто, быстро вяжется. Давайте оценим 2 узора, какой вам больше всего понравился. Первый или второй? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ваш выбор. А сейчас, дорогие мои, я вас приглашаю еще на один мастер-класс. Давайте свяжем вместе классный, красивый узор. Он такой объемный, рельефный, который подходит абсолютно для многих вещей. Сейчас появится ссылочка в правом верхнем углу. Вы на нее нажмите и переходите на мастер-класс. Будем с вами вязать вместе. Легких вам петелек и хорошего настроения. Увидимся с вами завтра.